Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Алекс 404, посвященный активному образу жизни. Друзья, да. Сейчас раннее утро, ну как раннее, 9 утра, и я стартую на Фомарт, на блошиный рынок. Блошиный рынок сегодня будет в городе Росток. До него, чтобы доехать, мне надо ехать 34 километра. Вот я открыл страницу блошиных рынков, фломартов по-немецки. Ну вот, Росток, Рёгентин, Глобус. Вон там сегодня он состоится. И я хочу поехать туда, вот его адрес. Как можно пораньше, чтобы еще остался день впереди. Чтобы еще... Ну, чтобы не весь день прошел на эту поездку, потому что еще надо потом пару часов, чтобы отойти. Сейчас еще погода ветреная и выматывает конкретно. Вот так выглядит маршрут. Я поеду вот по этой вот дороге и вот так вот до Бентвича и потом вот сюда вот. Получится 32 километра здесь этот путь показывает, этот 35. В общем, наверное, мой будет 32, 33. Вот так вот, 66 километров, 65 километров даже по такому ветру. Это вот карта ветров, это такое себе удовольствие. Вот отсюда с Рыбнис-Дамгартен я поеду в Росток, и вот ветер западный. То есть он мне будет в бок и в лицо, когда я буду ехать на Фомарт, и на обратном пути он, по идее, должен быть не в спину, но он все равно будет в бок, поэтому от него пользы будет мало. Вот такой вот план, друзья. Еду я за виниловыми пластинками посмотреть, какой ассортимент, что есть с утра. Вообще делать это лучше с утра, потому что к обеду там уже все раскупают, разгребают, все более-менее приличное. Ну, собственно говоря, и все. Погнали. Все остыло, высушилась моя цепь. Хочу вам показать, какая она стала жесткая, чтобы вы понимали. Ее сложить. Реально сейчас жесткая. Вот это проваленная, провоксованная в парафине цепь. Так вот. Ее реально жестко даже скручивать. Вот она. Вот такой вот жестяк происходит. Все. Выдвигаюсь на блошиный рынок. Друзья, блошиный рынок. 32-33 километра до него. Что еще? Ветер ураганный. Погнали. Тот случай, когда вообще нечего рассказывать. Каждый день катался. Отпуск заканчивается. Сегодня последний день. Уже даже не отпуск, уже просто воскресенье. Я каждый день катался. Каждый день что-то рассказывал. И сейчас уже вообще нечего рассказать. Ну, кроме того, что я вчера сгонял 60 километров. Купить мед по тем координатам, что я сохранил накануне. Немножко недооценил. Расстояние мне казалось там рядом. В общем, там получилось по раздолбанным дорогам, по плитам, против ветра. Но я таки купил мед, чему счастлив безмерно. И Руся за эту неделю отпуска проехала 220 километров в сумме. Я около 400 сегодня подобью итог. Там что-то 380 или 400. Ну, я доволен результатом. Доволен проведенным отпуском. Он был мега насыщенным. Вообще везде мы только, где только нас не носило, побывали. И на Рюгене, и в Ширине, и в Висмаре. И на корабле плавали. И на велосипедах везде ездили, и тайники искали. Блин, очень насыщенно. И все это благодаря велосипеду. Если бы не велосипеды, так насыщенно бы не было. Прям как я люблю. Я доволен. Погнали, друзья. Сейчас мы против ветра. На обратном пути должно быть полегче. Одел сегодня перчатки. Обгорают руки. Выхожу из дома. Вроде солнце такое, даже толком его нету. Тучи.
иногда выходит из-за туч солнце. Но это температура, чтобы вы понимали, сейчас 16 градусов. Вчера то столько же было. Один хрен. Обгорают каждый день руки, потому что они у меня облезшие. Вы, наверное, обратили внимание, что я потихоньку превращаюсь в леопарда. Пошел пятнами. И вот слезает с кожи вот этот защитный ультрафиолетовый слой. И любое солнце обжигает эту кожу, кору. Потом это все к вечеру воспаляется, чешется. В общем, неприятно. Теперь постараюсь. Я все время забываю про перчатки или недооцениваю солнце, которое есть. Всегда сам себе говорю, так, не забыть перчатки. А потом такой, блин, такие перчатки на улице, блин, ураган 16 градусов. Пофиг, всегда надо одевать перчатки. Такая история. Болезнь, это называется, блин, все время забываю, так как она называется-то, сейчас вспомню. Забыл, вспоминаю. Виолиго, вуалиго, дуалиго. Что-то крутится в голове. С дуалинго. Блин, господи. Тормоз. Уже подбираюсь близко. Какой-то витигло. Что-то смотрю. Вчерашний велотурчик. Вчерашние 60 километров. Так-то подтрепали меня. Подвымотали, сейчас вот еду. И чувствительно уже тяжело. Не прошел бесследно вчерашний ветер. Борьба с ветром. Ехал пораньше сегодня, сейчас максимально, насколько смог, все равно 9:30 получилось. Потому что я веду уж слишком активную жизнь во всех социальных сетях. И это все пока обработаешь, выставишь, зальешь, перевыставишь. Это занимает время. А еще так выехал, старался, хотел выехать пораньше. Потому что еще хочу сегодня потренироваться, успеть. А чтобы потренироваться, надо поехать, потом отдохнуть часа 3-4, потом тренироваться, чтобы завтра уже выйти на работу с чистой совестью. За неделю отпуска не пропустил ни одной силовой тренировки. Было 3 тренировки, это чаще, чем обычно. Обычно я тренируюсь каждый 4-й, иногда каждый 5-й день, а тут каждый 3-й тренировался. Потому что было больше силы и энергии, больше времени свободного. А когда работаешь, ты вымотанный, уставший постоянно. Поэтому самые нормальные тренировки у меня на выходные. Если попадает тренировка после работы, то это такая вяленькая, слабенькая. Ну вот. Ну и сегодня день спины и рук. То есть подтягивание, бицепс, что стоил, тяга в наклоне, прессик. Сегодня вот такой день. Соответственно, мне надо выехать пораньше было, чтобы еще успеть потренироваться. И завтра с чистой совестью, повторюсь, наработку. Я мог бы, если что-то пойдет не так, если я слишком устану, например, от велотура, то я, конечно же, могу и на завтра перенести тренировку вообще без всяких. Но это будет уже не та тренировка, потому что после работы я буду уставший, потом буду приходить в себя, потом по трению. Это все затянется до ночи, там, до 10 вечера, до 9 в лучшем случае. Потом я надо отойти после тренировки, сразу фиг заснешь. Если это может, я пойду в кровать в 10-11 часов вечера, 4:30 утра вставать, не высплюсь, поэтому лучше тренировку делать в воскресенье за хороших 2-3 часа до сна. Тогда будет какой-то результат и по тренировке, и по отдыху. Отдых не менее важен в тренировках, чем сами тренировки, правильные, грамотные и умные. Вот. Еще хотел 2 слова сказать по поводу дальних велотуров, которые я вчера
рассказывал, что вот у меня пропала мотивация прямо на дальники ездить. В том числе и потому, что на таких дальниках сгорает вся мышечная масса. Ну как вся, не вся, ну порядком сгорает. Ешь, не ешь, пей, не пей. Которую ты так скрупулезно и тщательно годами собирал. Она на этих велотурах вся сгорает. Поэтому как бы тут надо решать, или ты качок, ну как комнатный, домашний, либо ты велосипедист. А если ты хочешь и то, и другое, то, наверное, лучше от дальних велотуров отказаться. Вот такие мысли, соображения. Виталиго называется, блин? Нет, не то. Что-то рядом. Витилиго. Но это не точно. Когда кожа теряет вот эти свои наилучшие качества, пропадает слой, вот этот, который противодействует ультрафиолету. И остается кожа, которая не может, соответственно, противостоять ультрафиолету. Такая розовенькая, как у поросенка. И это с каждым годом разрастается и увеличивается, к сожалению. Так, что-то накрапывает, мне это не нравится. У меня дождевика никого нету с собой. У меня вообще ничего нету от дождя. Ман. Блин, забыл камеру включить, авария только что маленькая была на дороге. И у чувака, в которого въехали сзади, задел крепление 2 велосипеда. Велосипеды вроде целые, это важно. Но вот эти все фонари поотваливались, побились. И как раз только что, видимо, случилось, потому что один второму говорил, надо Абштанд как-то, ну типа держать Абштанд, это, господи, ну расстояние сзади от машины, которая держит, чтобы, если впереди машина затормозит резко, не вписаться в нее, а они едут гуськом друг за другом, а все еще в возрасте, реакция не та, и все. Блин, теперь я забыл, как Абштанд по-русски. Расстояние от машины до машины. Надо подумать. А здесь дождя вообще не было. Катастрофа. Некоторые немецкие слова вообще вытеснили полностью русские. И я сейчас не могу вспомнить, как по-русски Абштанд. Зазор, расстояние, отрезок, разница. Что? То есть везде, где надо было сказать понятие расстояния между машинами, которое по правилам надо держать при определенных скоростях, определенное расстояние. Это Абштанд, сразу Абштанд. А по-русски, господи, я забываю русский. Идиот. Возможно, что по-русски нет одного слова, а типа что-то безопасное расстояние. Держать безопасное расстояние. Абштанд. Скорее всего, раз я не могу вспомнить, хотя ко мне могут русские слова, как и, собственно говоря, немецкие, приходить с большим запозданием. К концу видео, может, я что другое вспомню. Вот по поводу болезни, теперь я уже точно определился. Это витилиго. Все, я вспомнил. Судя по тому, как я помню название, вы можете понять, как я к этому отношусь. Никак. Я даже не помню, как это называется толком. Ну, есть и есть. Разрастается и разрастается. Ну, что ж теперь. Просто нет никакого лекарства, нет ничего от этого, что можно было бы сделать. Посему, как есть. Посему приходится одевать перчатки. Вот уже и солнышко вышло. Какая прелесть. Только что я был под дождем. Была выключена камера. Только что ехал навстречу велосипедист. Такой из настоящих правильных велосипедистов. Не как я, который ездит в чем попало, а такой правильно одетый на правильном велосипеде. И такой прямо поприветствовал меня. Не просто там кивнул или как-то типа, блин, глазом немного такой прищурил. Нет, а так именно рук, как мотоциклисты друг друга приветствую, знаете, руку прямо вот так в сторону с пальцем таким, как типа
ну, то есть поприветствовал. А я уже такой привыкший, что никто не здоровается. И сам нифига не здороваюсь, жду, пока теперь со мной первыми поздороваются. Я так подумал, вполне возможно, что они в Страве знают обо мне. Потому что все местные, все вообще, кто серьезно катает на велосипеде, они все есть в приложении Strava. Я, разумеется, тоже, и я там веду очень активно свою страницу, и у меня очень много фотографий выкладываю. То есть, как правило, велосипедисты, которые вот реально много катают, я-то не сильно много катаю, им-то и некогда. То есть, ты представьте себе, ты каждый день по сотке катаешь, там, когда ты будешь фотографии эти выкладывать. А я больше работаю, катаю по выходным и отпускам. Но если катаю, если выставляю в Страве, то уже по полной программе. Там 50 фотографий, 30 видео. Я утрирую, конечно, там максимум 30 фотографий можно добавить. Но тем не менее, как бы, и все как бы уже знают, ну, плюс-минус, кто в округе, вот Рибнсдамгартен, кто катает на велосипеде. А так как я выставляю много фотографий, то меня можно как бы и опознать на улице, на дороге легко. То есть я всегда в наушниках, всегда на велосипеде роза. И, ну, как бы выгляжу я... Меня легко опознать, мне кажется. Потому что когда чувак в шлеме и в стандартной велоформе, ну, они все на одно лицо для меня. Не могу понять, кто это. А если я в наушниках, без шлема, ну, в общем, на приличном велосипеде, то меня можно опознать. Я думаю, может быть, вполне возможно, что он даже меня знает, например. Это не мания величия, это просто как я констатирую факт, что я очень подробно веду свою страницу и множество фотографий выкладываю. И поэтому как бы, а он еще все видит, я еще всегда с камерой на груди езжу. Ни один велосипедист так не делает в нашей округе. Я только один такой больной на голову. И как бы они знают, что я снимаю, что у меня есть YouTube канал. Наверняка знают почему, потому что ты как бы, тебе интересно, кто катает еще в округе. Ты задаешь так, радиус такой-то, город такой-то, кто так, такой, все. И потом как бы мы друг на друга подписаны, и, соответственно, я мелькаю в их странице. Вот поэтому вот отсюда, не потому что я там какие-то выдающийся спортсмен, выдающийся велосипедист, нет. Просто я выдающийся понторез и позер. И много выставляю контента. И может поэтому он со мной поздоровался. Потому что у меня висит камера, и он знает, что я снимаю YouTube. Вот такие мысли у меня промелькнули. Такая вот пробка у нас, потому что воскресенье, и все туристы со всей Германии разъезжаются по домам. Все иногородние номера со всей Германии. Вот они сейчас поехали домой. Соответственно, создав пробку, соответственно, все, кто здесь живет, страдают. Машины погнали, поздно камеру включил, и там прямо вон целое. Вот еще где-то они стояли, выступали. Какой-то у них сходничок был. Вот еще кабрик. И как раз дорога. Все, закончились. Да, закончились. Ехали, друзья. Всего получилось ровно 30 километров. Может быть, ровно 31. Где-то мы тут безумный самокатчик. Ай, господи, тяжелый. Бюджет у меня 30 евро. Я вообще не намерен его тратить. Не знаю, вот так, на десяточку. Не знаю, на 30, если ну очень что-то понравится. Какой-то вот прямо металл метальный. А так, чтобы отметиться какую-то пластинку, на десятку. И все.
по берегу сейчас. Потом шоколадку свою съесть и домой. Вот такой вот план, друзья. Погнали, посмотрим, что тут есть сегодня в Ангиботе. Я тут как-то купил один раз именно на FMart шикарный комплект компакт-дисков за какие-то копейки там сущие. Ну, блин, действует на нервы. Ого, народу. То есть прямо самый пик. Очки. Снял свои перчатки, дабы никого не пугать. Пойдем посмотрим. Так, снимать особо ничего не буду, потому что каждый раз одно и то же. Это, в принципе, всегда одно и то же барахло. Всегда одна и та же банда. Я сейчас скажу, очень много людей. Плюс я еще всегда что-то бормочу, потому что не хочу привлекать к себе своего внимания. Я и так с камерой хожу на груди, это мало кому нравится. Если я еще и хожу, что бормочу. Короче, вот так это все выглядит. Я уже снимал, показывал миллиард раз. Тут, кстати, нет, 5,50. Посмотрите, выбор какой. Вот, кстати, если не куплю пластинок, то вернусь, куплю мед. Прикольно. У меня этого меда уже. Вот детка с пластинками. Сейчас он глянет, что у него. Алло. Алло. Ach so, wo steht der denn? Короче, всякий шут и мусор, друзья. Еще, знаете, такой мусор, который по принципу, если его завернуть в кулечек, то можно лепить цену подороже. То есть это какой-то мусор, которому цена, там, не знаю, 5 евро. Если ты в фолию в кулечек положил, то все. Вот дядька, которого все время покупаю, сейчас у него уже на скидке прям 1 шар платит 6, 4,20. Сейчас посмотрю, что других нет, я вернусь к нему. Потому что я у него уже устал все покупать, и все время все у него покупаю. Ассортимент. Это Питер Мафай, здесь просто в каждой коробке. Ну, Джо Покер, где-то видел, нахрен никому не нужен. Тут пингвон Джо Покер, в прошлый раз тут прям драма развернулась из-за него. Где-то я видел сам там, сейчас спрошу, сколько стоит. Мафай тут бесконечный, когда-то был здесь очень популярный. Мам делал Сантана. Все за евро я бы купил, так не нахрена. Там еще заняты. Entschuldigung? Was wollen Sie haben? Santana? Ja. 6. 6.
Ich überlege noch. Dann sagt man schnell, ja. Не знаю, я как бы прайс пойдет 5 пластинок за 22 евро. Ну, в принципе, можно за 20 торговаться, но я не уверен, что мне это надо. Там 2 пластинки Род Стюарт, 1 пластинка Ламбада, так, чисто ностальжи, и 2 пластинки Франк Дюваль. Ну, как бы интересно, да, когда-то слушал, но так, чтобы это было вообще мое. Так, нет. 20 евро тратить. Но вроде бы прикольно звучит. 5 пластинок. Коллекция расширится. Но сейчас как-то я уже не мыслю теми категориями, как раньше, когда мне главное количество побольше. Сейчас хочется купить одну, чтобы грело душу. Плюс опять мед, смотрите. Мед. Ага. 6 евро. Пол-литровая баночка. Короче, меда полным-полно. Если бы он еще нормально скинул за 15 евро, я бы забрал эти все 5 пластинок. Что по сути это мусор. А так он типа 25 евро, 3 евро скинул, типа 22 евро. Хотя за 15 я забрал бы, не раздумывая. Да, конечно. Так 3 пластинки за 5 евро, как бы уже со скидкой. Я просто уже наглею, потому что ну, мне нафиг не надо идти. На самом интересном камера была выключена. Прикупил я компакт-дисков, не виниловых пластинок. Был ман, застрял арахис, этих батончиков я сожрал. Был дядька, это интересно, у него такой интересный выбор, у него пластинки, ассортимент такой интересный, пластинки и компакт-диски. Я когда-то, по-моему, у него купил офигенные компакт-диски, там металлика, типа вообще четкие. И по-моему, это он, потому что он, я не помню, тут опять мед, вот, смотрите, тут маленькие какие-то мизерные баночки какие-то, 250 граммовые. И он босиком ходит, то есть он из тех вот фанатов, которые круглый год ходят босиком. Примечательно. И он скидывает прямо вот цену. У него так неплохие цены, но с ним можно торговаться, он прямо дает нормальный прайс. Короче, я купил у него... Что я у него купил? Dry Doors. Как она называется, эта группа? Господи. Там 3 Down Doors. Не знаю, как по-английски 3. Не знаю. Dry Down Doors. 2 компакт-диска. Потом
Кро. Это попса попснё немецкая, но я его обожаю. Прямо 3 компакт-диска его прикупил. 3 Кро. Лимп Бизкит. Лимп Бизкит, друзья, блин, это вообще просто бомба. 1 компакт Лимп Бизкит. Я бы за такие деньги купил бы, наверное. Нет, конечно, нет. Евро за 10, наверное, купил бы. И Deep Purple. Прямо такой какой-то... Никогда такого не видел. Альбома, такого оформления. В общем, прямо какой-то мега Digital Pack. Digital Pack. Это, в общем, офигенно оформлено. Все в офигенном качестве. Вот эти все компакт-диски без Deep Purple. Он такой... Не знаю, как надо пересчитать. Сейчас по дороге пересчитать. Я такой ему эту кучу даю, говорю, сколько вы хотите? Он такой, 13 евро. Я такой, блин, нормально. Даю, дотягиваю ему еще. Deep Purple его, блин, народу. А на Deep Purple этим стоит цена 6 евро. Я такой, это, конечно, будет фрек, но я должен спросить. За 15 все вместе. Он такой, блин, швили. Короче, давай за 17. За 17 евро я у него купил кучу компакт-дисков. Ну, с компакт-дисками проще. Ты можешь за вменяемые деньги купить то, что ты действительно слушаешь, что тебе нравится. Такое купить на виниле надо кучу денег, кучу. То есть хорошо, что я перед этим не купил этот мусор на виниле за 22 евро. Какая-то хрень, которая там... Не, ну Франк Дюваль, ну блин. Один фиг я его не слушал бы. А тут Лимп Бизкит. Только чего Лимп Бизкит стоит? И еще у него был Green Day. Прямо компактов, альбомов 6, наверное, не знаю, прямо очень много Green Day у него было. Это альтернатива. Я никогда не слушал Green Day, знаю, конечно, его существование. Прикольно, интересно, но не уверен, что он мне нужен. Такие вот дела, друзья. И, конечно же, камера была выключена в этот момент, когда я выбирал, торговался. Ну, блин, она даже когда включена, она у меня висит на груди и снимает какую-то хрень, какой-то воздух просто. Само действие не снимает. Поэтому много я не потерял. Все, дохожу этот ряд до конца и еду домой. Давно не было, у него просто гигантский выбор. Ну и цены тоже, будь здоров. Фига себе, он здесь на отшибе стоит. Тут я бы оставил все бабки, если ты к нему сначала подошел. Нафиг. Ну, полазить все равно интересант. Die Boulevard hoch bis zum Schloss gerade. Du bist am Ende vom Boulevard und links auf den Hof knallt. Und wenn du dann hochschräg durchgehst, kommst du am Theater raus. Aber ich könnte das mal ein bisschen, aber Короче, я вам скажу, коллекционирование виниловых пластинок вообще не по моим деньгам, не по моим доходам. Капец дорогое удовольствие. Тут самую затрапезную пластинка будет стоить 10-12 евро. Что-то приличное, вон там металлика у него 35-50. За одну пластинку, блин.
компакт-дисков можно накупить на эти бабки просто там мешок, причем самых актуальных там или с каких-то металлических грун. Я не то что жалуюсь, просто надо зарабатывать больше, получается. А так-то, блин, куда я иду сейчас? Куда-то не туда иду. В общем, друзья, убежал я оттуда, потому что у меня еще осталось 13 евро, и я сейчас их солью на какие-то дурацкие виниловые пластинки, потому что за 13 евро ничего приличного купить не получится. Еду домой, по дороге, по традиции, там остановлюсь на велосипедной дорожке, посмотрю, что я все-таки купил, пофотографируюсь с тем, что я купил для превью. Вот такой вот план. Погнали. На фломарте выключили траву, и получается она дальше считала мою ходьбу, то что я там ходил, и свела на нет всю мою среднюю скорость. Теперь у меня средняя скорость 16,2 километра в час. Ну, то есть 32 километра я 32 километра проехал, 16,2 средняя скорость, потому что забыл ее выключить траву. Ну, не беда. Или, конечно, было бы вот это все за 15 евро. Вот прямо вот. Прямо я бы был доволен. Вроде бы 2 евро, 17, но это уже типа 20-очку разменял, тебе там мелочи уже насыпали. Все, нет 20-ки, 15, тебе еще 5 дали сдачи. Все, это 15, это не 20. А потому что 17, это те же 20. В общем, надо было его дожать. Просто я уже не хотел как-то совсем уж фрек быть. Так, вот здесь куда поворачиваться? Какая-то загадка. Поворотник включай, дебил. Даже если ты едешь прямо. Фак. Давайте пробуем направо. Смотрите, там прямо вон есть такое на покататься на велосипедах. Такое вон надувное здание. Короче, я поехал не туда, а где туда. Матрица. Этот шлагбаум всегда закрытый, когда я еду здесь. Ну, вы видели, наверное, эти Verschwundungsteorie видео в YouTube. Кстати, не решены. Почва, смотрите, аист. Вон на поле. Когда дорога пустая, едешь, а если надо сфотографировать, не бойся, не бойся. И ты едешь по пустой дороге на машине, например, и вдруг там, где поворот, там, где узкое место, там обязательно будет встречная машина. Или ты тихий дом, никто никуда не идет, только ты выходишь из квартиры, как сразу начинают все выходить, заходить, какая-то суета начинается. Там я дальше не смотрю, потому что это все бред, но имеет место быть. Именно такая аномалия. Ты едешь, никого нету, ну какое-то опасное узкое место, обязательно там будет какая-то встречка вдруг, откуда ни возьмись, сразу какой-то движняк, сразу во всех направлениях велосипедисты, пешеходы, фуры, именно в самом узком месте. Так с этим шлагбаумом, с переездом, всегда он закрыт, когда я здесь езжу. Это просто. Это ни о чем, не обращайте внимания. Я не сторонник этих всех теорий заговора, матрицы и всех дел. Но то, что мы все можем быть участием чьего-то,
сна, например, это вполне допускаю. То, что мы все не существуем и кому-то снимся, это вполне может быть. Мне не нравятся вот эти грозовые тучи в этом сне. Вон там, видите, это попахивает конкретным ливнем. И все бы ничего. Меня себе вообще не жаль. А вот компакт-диски могут промокнуть в рюкзаке. И он еще, продавец, мне предлагал кулечек. Говорит, дать тебе. Я такой, да нет, это же не пластинки. Я их просто в рюкзак брошу. А надо было взять. Тя. Не нравятся мне эти тучи. Как сейчас. Вообще теряю связь с реальностью. То есть у меня в наушниках, у меня очки, кепка и наушники. И я как бы лишен воздействия почти внешней среды. Музыка рубит в ушах. И иногда я прямо вхожу в какой-то транс и теряю связь с реальностью. То есть тело едет дальше, а я просто где-то улетел. Прикольное состояние. И такое часто я ловлю на велосипеде. Состояние транса. Состояние кайфа. Вот именно ради этих моментов. Я обожаю, из-за этих моментов обожаю велосипед. И прикол в том, что тот, кому мы снимся, никак не может повлиять на эту действительность. То есть я бы мог его попросить: убери тучи. А он не может, потому что как в наших снах, в наших мирах, все происходит помимо нашей воли. Хотя, к сожалению, походу, я обречен сейчас вымокнуть под этим дождем. Добрый день, дедушка, мужчина. Какой-то бы кулечек. И все. Хотя вот эти тучи, они пошли туда, вон, наросток, хотя впереди вон еще одни тучи. Ну, как пахнет. Да, я есть хочу. Я позавтракал только 3 бутербродами, тостами с маслом и с медом, вчера купленным. Чисто углеводная затарка. А сейчас хочется чего-то жирненького и посущественнее. Что Маруся наготовила? Интересно. Захомячил последний мой псевдо-сникерс. Сейчас должно пойти легче. Плюс ветерок нужным нам направлением почти. Какой-то странный. Сзади и сбоку. Вот если только сзади, было бы идеально. Но вот так он меня просто куда-то сносит. Такие размышления мои. Почему нету какого-то, не знаю, движухи, успеха в социальных сетях, там, в ТикТоке, в Ютубе в частности. Ну, мне интересны 2 платформы, все остальные я веду просто на цикле. YouTube в первую очередь и Facebook во вторую. Потому что я, помимо там, что поезд шел с возрастом, с внешностью, с харизмой, которого и не было, скажем так, помимо всего этого, прочего, я не вписываюсь в рамки ни в одни. То есть есть 2 существующие рамки. Это сюси-пуси, это женщины там от 40 до 60, которые там будут лайкать, комментировать любые сюси-пуси, любые там фотографии и лав-старе. Мы здесь вдвоем, мы здесь вот такие, мы здесь такие няшные, такое в таком духе. Это всегда на ура. И вторая рамка — это на актуальную повестку дня. То есть там, когда ты постишь там за одну из сторон, типа вот я за Украину против, соответственно, вы в курсе против чего? Против империи, Путина, там вот, всего прочего, там все праздники постишь, все победы, все такое.
ненависть свою, соответственно, выплескиваешь. Вообще ничего не имею против. Вот так нормально. Или с другой стороны. И, соответственно, тебя поддерживает либо та, или та сторона. Потому что как бы даже не лайкнуть с их стороны, это как бы мувитон. Нифига себе, я здесь запостил. Какой Путин, сука. И вы не лайкнули. Вы что, так не думаете, что ли? Ну, то есть... Ман, я съел это сникерс, и теперь он у меня в горле. Я не буду разговаривать. Ну, то есть два успешных направления. Это какое-то гламурное сюси-пуси инстаграмное, типа там какие-то видюшки там кривляться, сделать видюшки красивые, красивая жизнь, красивая лавстари. Причем я заметил, что все, кто это делают, у них личной жизни ноль, либо какой-то полный пиздец в личной жизни, как правило. Либо, повторюсь, поддерживать актуальную повестку дня. Это всегда тоже на ура. А я не вписываюсь ни туда, ни туда. Я люблю металл, агрессивную музыку. И люблю, чтобы по большей части было все как оно есть. Без приукрас. И практически никогда не вру и не приукрашаю. Ну, по крайней мере, без дела и по мелочам стараюсь не врать. Такой принцип по жизни, что ли. И, соответственно, у меня все какое-то грустное, агрессивное, как оно есть, какой я есть на самом деле. А это никому не интересно, нахрен никому не надо. Ну и вот, получается, соответственно, нету движения. Но мне это нравится, я абсолютно не собираюсь прогибаться, какие-то компромиссы искать. Я буду до конца таким, какой я есть, и буду делать то, что мне нравится. Вот как-то так. В социальных сетях вот эти два лагеря активны. И я им вообще не вдомек, что за музыку ты дурную слушаешь, какие компакт-диски, какие, блядь, велосипед. Это вообще не, ну, той контингента, того контингента, кому бы действительно было интересно то, что ты делаешь, его очень узкая прослойка. И, как правило, его внимание этого контингента уже занято более профессиональными игроками на этом поле. Соответственно, ты вылетаешь и не влетаешь, не вписываешься никуда. Такие мои размышления. Там показывают, какой заряд еще. Как раз 12% осталось. Надеюсь, хватит снять еще. В общем, первых вот этот Дюпак, зацените. Это дигитал. Упаковку, двойной диск. Давайте еще раз по-бырому, у меня сел аккумулятор, не знаю, записалось или нет. В общем, я вот эту пачку компакт-дисков только что купил на блошином рынке за 17 евро, и пошел сейчас дождь. Limp Bizkit, Deep Purple, блядь, дождь. 3 компакта Crow и 2 компакта Dry Doors Down. Все, пакую это и еду домой. Комары, дождь. Вот так, друзья, мне для превью надо просто. Дождь закончился, а мне все еще надо для превью. У меня атакуют комары. Как-то, чтобы было видно, типа, что я купил вот эту вот пачку веером. Сделать вот таким, как-то вот так вот. На фоне велосипеда, причем это все должно быть. Так. А если уже правую руку и хэви-метал показать? Вот так, да? Погнали!